Всем привет! Наше путешествие по заливу Мацушима продолжается. Сегодня мы отправляемся в легендарный 50-минутный круиз на теплоходе Неомару. Вот наш маршрут. Есть несколько видов круизов, но мы выбрали самый туристический Неомару. Стоимость билета 1000 йен для взрослого и 500 йен для ребенка. Несмотря на то, что это будничный день, очень много народу. Посмотрите, сколько иностранцев. На первом этаже теплохода можно сидеть бесплатно, то есть по билетам, а на второй этаж надо доплачивать. Но на первом этаже было все занято, поэтому мы доплатили за человека 600 йен, за двоих 1200, и вот сели нормально на второй этаж. Но второй этаж тоже, потом увидите, был буквально забит. То есть даже за дополнительную плату места были почти все заняты. Это вот будничный день. Всего в заливе насчитывается около 260 уникальных островков. Нам немного не повезло с погодой, небо затянуло облаками, хотя благодаря этому не было ужасной жары. Но, конечно же, в ясный солнечный день залив сияет лазурью. Но и в пасмурной туманной дымке есть своя неповторимая магия. Острова кажутся ожившими картинами, написанными тушью на древних свитках. Давайте же посмотрим на них поближе. Эта экскурсия проходит на японском и английском языке. Если вы понимаете английский, то вы поймете, о чем объясняют, какие здесь острова. Но я здесь добавлю в описание небольшое описание островов. Кому интересно, загляните. Почему японцы так почитают эти острова? Дело не только в формах. В шинтоизме сосна, а я вам говорила уже, что Мацушима – это остров сосен, Мацу – это сосна. В синтоизме сосна считается священным деревом, через которое боги Ками спускаются в наш мир. Слово «мацу» созвучно со словом «мацу» – это «ждать», тоже по-японски. В данном случае ждать прихода божества. Залив, где на белых пористых скалах чудом удерживаются и растут сотни вековых зеленых сосен, для японцев издревле являлся природным храмом под открытым небом. Красота этого выживания деревьев на камнях среди соленой воды – это высшая точка японской эстетики. Здесь у каждого островка есть свое имя и своя история. И вот сейчас я вам расскажу про один из них. Это мы проплываем остров Канеджима или остров Колокол. Вот он с дырочками. В его скалах природа пробила 4 огромных сквозных туннеля. Свое название он получил, потому что в шторм или во время сильного прилива бушующие волны бьются о своды этих пещер с таким грохотом, что этот звук напоминает глубокий раскатистый звон храмового колокола.
А вот и главный символ этого маршрута – остров Ниоджима. Посмотрите на его удивительную форму. Из-за многовековой работы волн и ветра скала стала напоминать сурового стража в шлеме. Японцы назвали его в честь Нио, яростных богов-хранителей, которые охраняют входы в буддийские храмы. Некоторые туристы шутят, что остров похож на самурая, курящего трубку. И наш теплоход Ниомару тоже назван в честь этого острова. Японцы издревле воодушевляли природу, веря, что у каждого острова есть свой дух – ками. Именно поэтому к этим соснам и камням здесь относятся с таким трепетом и благоговением, сохраняя их первозданный вид. А это очаровательные острова-близнецы Лифтаджима. Два маленьких, удивительно похожих друг на друга островка стоят в воде бок о бок, словно держась за руки. После прохладного морского круиза мы отправляемся согреться в одно из самых красивых и статусных мест побережья – чайный домик Канрантей. Его название поэтично переводится как «павильон созерцания волн». Изначально это здание было частью грандиозного замка Фусими в Киото, но великий правитель Тойотоми Хидеёши подарил его сыну Дате Масумуне. Позже павильон бережно перенесли сюда, в Мацушиму. Вход сюда платный, 300 йен. Здесь, сидя на традиционных татами, мы заказали чашечку церемониального чая матча со свежими японскими сладостями. Посмотрите, какой отсюда открывается вид на залив. Здесь время словно замирает, а мысли приходят в абсолютную гармонию. Мое видео подходит к концу. Нам понравилась прогулка на теплоходе и этот чайный домик, и этот замечательный вид. В следующей серии мы пройдем по 3 знаменитым мостам Мацушима. Это Ашима, Годайго и огромному красному мосту до острова Фукурашима.
А после мы отправимся на заслуженный отдых в шикарный курортный отель Ичинобо. Там нас ждут горячие источники и незабываемый ужин, а утром еще и завтрак. До встречи в новых видео. Пока-пока!